Всем привет! Сегодня мы продолжим с вами путешествие в мир Корунда. Посмотрим с вами на желтый, прозрачный и зеленый сапфир, и более детально остановимся на синем. Перед тем, как мы начнем, хочу предложить вам посмотреть первую часть про Корунды по подсказке сверху или по ссылке в описании. И как всегда в начале, попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше людей. И не забывайте делиться им с друзьями. Приятного просмотра! Продолжить наше путешествие хочется с менее известных сапфиров – желтого, прозрачного и зеленого. Для тех, кто не видел предыдущий ролик, я повторюсь. Желтый сапфир – это один из видов драгоценного минерала корун, который имеет желтый цвет из-за примеси железа. За этот цвет он считается камнем счастья, богатства и удачи. Желтый сапфир имеет оттенки от бледного желтого, почти прозрачного, до густого коньячного цвета. Минерал считается драгоценным камнем третьей категории после рубина и синего сапфира. Его название пухраш в переводе с хинди означает «золотой сапфир». Желтый сапфир был обнаружен давно, но не всегда признавался как драгоценный камень. Древние называли желтый сапфир гиацинтом. Говорили, что он отводит молнию и дарует мир и мудрость своему владельцу. До появления гемологии многие желтые сапфиры назывались восточными топазами и считались более прочной и блестящей формой топаза. А в Азии он еще был известен как пушпарага, что означает «цветочная пыльца». В Индии его носили как амулет, который приносил удачу, богатство и долголетие. А в Китае желтый сапфир считался символом императорской власти и славы. Желтый сапфир добывается в разных частях мира, но самые качественные и красивые желтые сапфиры добываются на Шри-Ланке, где они называются цейлонскими сапфирами. На Шри-Ланке желтые сапфиры встречаются в россыпях вместе с другими драгоценными камнями, такими как рубины, сапфиры, изумруды и александриты. Желтые сапфиры также добываются в Бирме, Таиланде, Танзании, на Мадагаскаре, в Австралии и Бразилии. Однако эти сапфиры имеют менее насыщенный и однородный цвет, чем цейлонские сапфиры. Следующий сапфир, который стоит вашего внимания – прозрачный. Прозрачный сапфир также называется лейкосапфиром. Это разновидность корунда, которая не имеет цвета и примесей. Прозрачный сапфир считается самым редким и уникальным корундом. С греческого «левкозафири» буквально переводится как «белый сапфир». Этот минерал может быть использован как замена алмаза, так как он имеет высокую твердость, блеск и хорошее преломление света. Его также часто используют и в ювелирном деле, а некоторые ценные камни могут затмить своей красотой даже бриллианты. Самые качественные и красивые прозрачные сапфиры добываются на Мадагаскаре, Бразилии и Австралии. Также стоит упомянуть еще и зеленый сапфир. Зеленый сапфир очень редко встречается в месторождениях в наше время, но тем не менее стоит относительно недорого. Палитра оттенков – яблочный, зеленый, изумрудный, а также зеленый с синим отливом и зеленый с желтым отливом. Зеленые оттенки возникают благодаря сочетанию железа, титана и или ванадия. Больше титана, чем железа, означает более синие оттенки, а больше железа, чем титана, дает более зеленые оттенки. Добываются в Австралии, Таиланде, на Мадагаскаре и в некоторых других странах. Но самый известный из сапфиров, конечно же, синий. Он считается драгоценным камнем второй категории после рубина, но также очень ценится и любим ювелирами и коллекционерами. Сапфир символизирует мудрость, чистоту, верность и благородство. Сапфир также называют синим яхонтом или восточным сапфиром. Самые качественные и красивые сапфиры добываются на Шри-Ланке, в Кашмире, Мадагаскаре и Австралии. Минерал имеет разные оттенки синего, от голубого до темного синего. Самые ценные оттенки называются королевский синий и имеет насыщенный синий цвет с легким фиолетовым отливом. Он также, как и рубин, может иметь эффект астеризма и эффект изменения цвета в зависимости от освещения. Кстати, звездчатый эффект в звездчатых сапфирах вызван микроскопическим включением, главным образом рутила, диоксида титана, выстроенными в тройной узор внутри камня, который отражает свет, попадающий в камень через его куполообразную поверхность в шестилучевой звездный узор. В древности сапфир считался символом неба и божественной милости. Сапфир упоминается в Библии, как один из камней, украшавших грудную доску первосвященника Аарона, а также как один из камней, из которых был сделан трон Бога. Сапфир также ассоциировался с Девой Марией, которая носила синий плащ, и с архангелом Михаилом, который сражался с драконом мечом из сапфира. Древние персы верили, что земля стоит на постаменте, сделанном из большого голубого камня – сапфира. И они верили, что отражение этого голубого камня было причиной цвета неба. У древних греков сапфиры были связаны с богом Аполлоном и дельфийским оракулом. Говорили, что Пифия, оракул, нет, не это, вот это, носила блестящий сапфир, когда пророчествовала.
В средние века сапфир именовался епископским камнем, считая, что он олицетворяет высшие духовные ценности. Сапфир входил в состав знаменитого ордена Золотого Руна и символизировал верность, честь и доблесть. Члены королевских семей во всем мире включают сапфиры в свои драгоценности и короны из-за своего блеска, цвета, символов веры, мудрости и верности, которые они символизируют. В 1981 году тогда еще принц Чарльз сделал предложение принцессе Диане с кольцом с сапфиром в 12 карат, окруженной 14 бриллиантами. Это кольцо стало одним из самых знаменитых и копируемых в мире. После гибели Дианы в 1997 году кольцо досталось ее сыну Уильяму, который в 2010 году подарил его своей невесте Кейт Миддлтон. Это кольцо считается символом любви и памяти о принцессе народа. В 2015 году в шахте около Ратнапуры на Шри-Ланке обнаружили самый крупный в мире звездный сапфир весом 1404,49 карата, это около 280 грамм. Он выделяется не только своим размером, но и яркой шестиконечной звездой. Владелец, оставаясь анонимным, назвал его «Звезда Адама», отсылая к мусульманским верованиям в то, что Адам жил на Шри-Ланке после того, как покинул Эдемский сад. Звезда Адама после сертификации в Институте гемологии в Коломбо была оценена в $100 миллионов. До обнаружения звезды Адама первое место по размеру звездчатых сапфиров держал черный сапфир Black Star of Queensland или Brimstone of Queensland весом 733 карата или 146,6 грамма. Сапфир Black Star представляет собой драгоценный камень овальной формы, ограненный кабошоном, как и все другие звездчатые сапфиры. Центр звезды намного больше и ярче, чем у обычных звездчатых сапфиров. Яркая шестилучевая звезда расположена на совершенно черном фоне. Красоту камня еще больше подчеркивает оправа из белого золота. Большой черный камень окружен рядом из 35 белых бриллиантов грушевидной формы. Звезда Индии – еще один из самых крупных и известных сапфиров мира, весом 563 карата, который добыли на Шри-Ланке более 300 лет назад, и сейчас он хранится в Американском музее национальной истории. Звезда Индии демонстрирует редкий и захватывающий эффект двойной звезды, видимой как спереди, так и сзади. Еще одним из самых известных сапфиров является сапфир Стюарта или сапфир Карла II, исторически драгоценный камень шотландской короны, по преданию вправленный еще в корону короля Александра II. Оливер Кромвель продал его, как и другие коронные драгоценности, а Карл II Стюарт вернул в казну. По приказу Виктории сапфир был вправлен в тыльную сторону короны Британской империи. На сегодняшний день экспонируется в Лондонском Тауэре. Этот сапфир весит 104 карата и имеет голубой цвет с небольшими включениями. Известных украшений сапфиров достаточно много, про все не рассказать. Но все же не удержусь и покажу вам еще несколько. Сапфировое кольцо Рокфеллера. Сапфир королевы Румынии. Жемчужина Кашмира. Сатуар Элизабет Тейлор с сапфирами и бриллиантами от Болгари. Браслет Ван Клифф и вот что-то непроизносимое с сапфирами и бриллиантами. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Всем пока!